как он, как... Покажи, кто главный за грилем с ассорти от Indy Light. Оставайся на лайте и... Делай, что любишь. Indy Light. Друзья, здравствуйте. Почти 7 веков назад неизвестный кочевник из Центральной Азии решил стать властелином мира. На его пути тогда были, самые могучие государства того времени. Золотая Орда, Мамлюкский султанат, Османская империя, талантливые военачальники, огромные армии. Но нашему герою сопутствовал успех. Он побеждал врагов, разрушал великие города, и к концу жизни он стал правителем огромной империи, которая простиралась от Кавказа до Индии. В мировой истории его имя стоит в одном ряду с такими великими завоевателями, как Александр Македонский и Чингисхан. А американский историк Гарольд Лэмп писал: 5 столетий спустя нам очевидно, что он был последним из великих завоевателей. Он добивался побед во всех войнах. Он умер в походе на последнюю державу, достаточно мощную, чтобы помериться с ним силами. Но до сих пор фигура его остается противоречивой и вообще не до конца, не то что понятной, не до конца изученной. Если мы говорим о пиаре этого человека, давайте таким современным языком я скажу, то, конечно, и Чингисхану, и, конечно, Александру Македонскому он проигрывает. Хотя по масштабу завоеваний и по влиянию на мировую политику он с ними на одном уровне. Мы сегодня поговорим о Тимуре, или, как его звали на европейский лад, о Тамерлане. Давайте начинать. Что это за регион, в котором наши события развернулись? Со времен Александра Великого Центральная Азия – это арена кровавых битв и бесконечной политической борьбы. После жутких опустошительных походов Чингисхана в 1224 году здесь был создан улус Чагатая. Это второй сын Чингисхана. И это часть огромной монгольской империи. У нас есть выпуск о монгольской империи и о Чингисхане. Посмотрите его, вдруг вы его еще не видели. Улус этот занимает территорию от реки Амударья и Аральского моря на востоке до Алтайских гор на севере. Гляньте на карту. Это огромная территория. На севере лежит улус Джучи. Позднее это будет всем нам известная Золотая Орда. На востоке тоже монгольская империя Юань, часть Китая. На юге Делийский султанат и еще одно государство под властью монголов – Иран хулагуидов. По большому счету, в регионе жили тюркские племена. И они сильно влияли, конечно, на монголов, которые в этот регион пришли позже. Потом монголы принимают ислам и начинают сами говорить на языке, в общем, местных жителей. И вот на протяжении столетней истории монгольского государства за власть начинают соперничать разные ветви чингизидов, то есть потомков Чингисхана. К середине XIV века Чагатайский улус распадается на две части. Восточная – это Моголистан. Он расположен на территории современных Казахстана, Кыргызстана и китайской провинции Синьцзянь. И на западную часть, которая называется Мавераннахр, что в переводе с арабского «за рекой». Это регион в Средней Азии, который лежит в междуречии двух великих рек – Амударьи и Сырдарьи. Именно там 9 апреля 1336 года в небольшом селении рядом с городом Кеш родился будущий великий завоеватель. Его отец, это такой незначительный вождь монгольского племени Барласов. Племя достаточно много времени уже провело в Средней Азии и стало тюркским и по образу жизни, и по религии. Ибн Арабшах пишет вот что. Когда родился Тимур, будто бы его рука была замазана свежей кровью. Прорицатели истолковали это по-разному. То ли будет великим военачальником, то ли грабителем и палачом. История покажет, что оба толкования были по-своему справедливы. Надо сказать, что я упомянул выпуск про Чингисхана. Ведь там такая же легенда была, что тоже у него кровь была на руках. В общем, это такая распространенная мифология, которая касалась великих азиатских вождей. Что значит само имя Тимур? Значит, в переводе с тюркского оно значит «железо». То есть это еще одно, в общем, пророческое, как оказалось, определение человека, главной силой которого станет оружие. В юности Тимур получает ранение, в ногу ему попадает стрела. То ли это происходит, когда
они угоняют чужой скот, то ли какая-то схватка. Мы точно этого не знаем. И после этого эпизода к Тимуру приклеилось прозвище Лэнг, то есть хромой. И в итоге отсюда появилось имя, которое мы знаем, Тамерлан. То есть оно, наверное, звучало как Тимур Лэнг. Вот Тамерлан это можно перевести как «железный хромец». Как и многие незнатные люди, после прихода к власти Тимур, конечно же, начал создавать себе фальшивую родословную. Якобы, значит, он там в родстве с Чингисханом, но никакого родства, конечно, не было. И более того, Тамерлан сам себя никогда не называл ханом. Этот титул, потому что носили только настоящие чингизиды. Он ограничился титулом эмира, то есть вождя. О детстве Тимура мы знаем мало. Известно, что мать умерла очень рано, что у него было 3 брата и 2 сестры. Летописцы пишут, что семья была небогатой, и вот отсюда это кража скота. Приходилось с приятелями воровать чужих баранов. Как и все кочевники, понятно, что он очень рано сел в седло и освоил стрельбу из лука. Тимур говорил на 2 языках, которые были характерны для этого региона. Это тюркский и персидский. До сих пор биографы спорят, он вообще грамоту-то знал? Факты говорят, что эмир обладал прекрасной памятью и уже в зрелом возрасте удивлял арабских ученых своими знаниями и логикой. Кроме этого, он хорошо был знаком с поэзией и играл в шахматы. Поэтому утверждение, что Тимур, мол, не умел ни читать, ни писать, мне кажется, очень спорно. Заучить вот из устно все эти арабские сказки, философию, это невозможно. Поэтому, конечно, читать он, судя по всему, умел. Все тот же Ибн Арашбах описывает внешность эмира. Тимур был хорошо сложен, высокого роста, имел открытый лоб, большую голову и сильный голос. Сила его не уступала храбрости. Ну и дальше начинается песнь льда и пламени. Значит, с юности Тимура окружают разные чудеса, легенды. Можно предположить, что автором этих легенд выступал он сам впоследствии или его ближайшее окружение. Вообще, Тимур, судя по всему, был прирожденным специалистом в области пиара. Тогда такой науки не было, но вот он успешно создавал образ сильного, мудрого и удачливого вождя. В 16 лет он поступает на службу к эмиру Казагану. И, как покажет история, это был последний правитель Чагатайского улуса. Там происходит очень сложный процесс. Государство рушится, и Тимур сразу влезает в политическую борьбу. Он демонстрирует верность своему эмиру, и в благодарность Казаган выдает за него замуж свою внучку. Таким образом, Тимура возвышают над другими воинами. Современники отмечают у Тимура вообще незаурядные дипломатические способности. Он умеет находить язык с очень разными людьми. Когда нужно, он щедр, или когда нужно, он, наоборот, скромен, религиозен. И дальше получается, что вокруг него собираются сторонники. Знатные тюрки, исламские богословы. Дальше, в 1358 году, эмир Казган погибает, и начинается, естественно, борьба за власть. Тимур, скорее всего, еще не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы претендовать на престол. И он как будто бы отошел в сторону. Возможно, вернулся в родной город, чтобы собрать больше воинов. И дальше, следующий раз, он появляется в источниках 2 года спустя. В этот момент первый хан Моголистана, Туглук-Тимур, захватывает Мавераннахр и захватывает главный город его Самарканд. И Тимур приходит к победителю, предлагает услуги своего отряда и становится правителем родной Кешской области. Как сейчас бы сказали, это классический варлорд. Заодно Тимур становится вождем барласов, кем когда-то был его отец. Растет его влияние, но понятно, что местная власть недовольна. Во главе этой местной власти стоит сын самого хана Ильяс Хаджи. И, значит, не дожидаясь, пока недовольство выльется во что-то посерьезнее, Тимур срочно собирается и от своих бывших союзников отваливает. Дальше он объединяет силы с братом своей жены эмиром Хусейном. И вот вдвоем они начинают фактически партизанскую войну против монголов. Война идет с переменным успехом. Однажды оба союзника, причем вместе с женами, попадают в плен. Их по доброй традиции хотят продать в рабство, но на счастье пленников мимо стоянки кочевников не проходит ни один караван, то есть покупателей нет. И потом им удается сбежать. В 1365 году на берегу реки
Черчик, это недалеко от современного Ташкента, разворачивается ожесточенная битва. Объединенное войско Тимура и Хусейна встречается с армией Ильяс-Хаджи. Сильнейший ливень, поле битвы превращается в месиво, и вообще в истории это сражение останется под названием «Битва в грязи». Тимур во главе левого фланга, он опрокидывает противника, на правом фланге Хусейн, и Хусейн натиск врага сдержать не может. Он отступает, фактически бежит, и вся армия бежит. Сражение проиграно. Таким образом, битва в грязи – это единственное сражение, в котором Тамерлану победить не удалось. Ну и понятно, что после этого их отношения с Хусейном начинают портиться. Ильяс Хаджа победил, но понятно, что править ему оставалось недолго. В стране вспыхивает народное восстание, бывший правитель сначала бежит, а затем его, как в любой междоусобице, грохают. Погибает он от руки одного из недовольных эмиров. Для Тимура все начинает складываться удачно. Самаркандская знать остается один на один со своим народом. Начинаются грабежи, начинаются погромы. И знать призывает Тамерлана и Хусейна: приходите на помощь. И в 1366 году эти двое подавляют народное восстание и становятся правителями Мавераннахра. Но очевидно, что как вдвоем можно править? Вы знаете хоть одну компанию там, или хоть вообще какую-то там большую структуру, где есть две головы? Не бывает такого. Понятно, что между двумя союзниками зыбкий мир тоже держится недолго. Тем более, что Хусейн более знатный, чем Тимур. Хусейн планирует снова объединить весь этот чагатайский улус, но только уже под своей властью, как когда-то сделал его дед. В то же время амбиции Тимура еще больше. К этому моменту умирает его жена, которая, в общем, была связующим звеном между двумя союзниками, и разрыв, в общем, неизбежен. Каждый из бывших союзников начинает готовиться к решающему сражению. В 1370 году армия Тимура делает молниеносный бросок, окружает и захватывает столицу Хусейна Балх. Это богатый город, его разграбили и сожгли дотла. Ну, в общем, Тимур так будет со многими городами поступать. Хусейн просит пощады, обещает покинуть государство и говорит: я ни на что не претендую, вообще я на хадж в Мекку ухожу. Тимур говорит: я сохраню тебе жизнь. Но дальше бывшего союзника все равно убивают. Убивает один из его военачальников, якобы по праву кровной мести. Ну, кто-то говорит, что это на самом деле Тимур все подстроил. Тимур получает богатую добычу, но самый главный трофей — это не деньги, это не драгоценности, это вдова Хусейна, она же дочь последнего легитимного хана чагатайского улуса Казана. Девушку зовут Сарай Муль-Ханум. Тимур на ней женится, и вот таким образом он породнился с родом Чингисхана. А заодно добавил к своему имени необычный титул, популярный у монголов — Гурган, что значит «ханский зять». Формальности он нарушать не стал. Я, значит, ханский зять, я военачальник, и на трон он сажает марионетку. Хан Чингизид, затем сына этого хана, и, в общем, понятно, что Тимур всем управляет, а на троне сидит, ну, просто человек, который более-менее приемлем для всей знати этого региона. В апреле 1370 года в разоренном Балхе состоялся Курултай, то есть собрание знати. Здесь Тимур, ну давайте дальше его уже Тамерланом называть, Тамерлана выбирают верховным эмиром Мавераннахра. И с этих пор государство называется Туран. У Тамерлана появляется герб, 3 равных круга, расположенных треугольником. По мнению историков, эти круги обозначают 3 части света, которыми он хотел обладать. Девиз, персидское изречение «Сила в справедливости». Упомянутый мной Гарольд Лэмп пишет: «На следующий день все ханы и знать племен стояли на коленях у юрты Тамерлана. Его подхватили под руки и отвели на белую войлочную подстилку, место вождя и повелителя. Таков был древний ритуал монголов. Они таким образом выражали свою преданность». Ну, очевидно, да, что Тамерлан прекрасно понимал, что все эти титулы, все эти обряды ничего вообще не значат, пока у тебя нет реальной силы. Другой историк, итальянец Мороцци, пишет вот что. Правитель маленького района в Центральной Азии, осажденный со всех сторон врагами, он не был ни императором века, ни завоевателем мира.
потребовалось несколько десятилетий постоянных войн и походов, прежде чем он смог с чистой совестью так себя назвать. И действительно, если мы посмотрим с вами, какие-то малые шансы были у Тамерлана из этого Мавераннахра куда-то дальше прыгнуть, потому что слишком большие и мощные противники. Нет никакой централизованной власти. Все это надо собирать и держать железной рукой. Тамерлану, и, конечно, это гений, и, конечно, это черта великих людей, Тамерлану это удастся. Но обо всем по порядку. Друзья, очень короткая и очень важная информация. Я вас всех приглашаю на свои концерты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге я буду 5 июня в ДК Ленсовета, там всегда мои спектакли проходят. 7 июня в МТС Лайв Холл я буду в Нижнем Новгороде. Билеты по ссылке в описании, приходите, пожалуйста, я вас всех жду. В это же время Тамерлан знакомится с суфийским проповедником и мыслителем Мир Саидом Барака, который становится его духовным учителем и другом. И, в общем, это происходит до самой его смерти в 1403 году. Он присутствовал на Курултае, и именно он преподнес Тамерлану монгольские символы власти – барабан и знамя. И там же предсказал ему великое будущее. Барак увлек Тамерлана идеями суфизма. Это такое аскетическое течение в исламе. Яркие представители этого течения – бродячие проповедники-дервиши. И, в общем, скорее всего, из-за суфийского влияния Тамерлан всегда будет довольно скромный, аскетичный, и это все будет сопряжено с невероятным блеском самаркандского двора. Кроме всего, поклонники оккультизма приписывают мыслителю авторство такого мифического трактата, который называется «Всевластие». Якобы трактат этот содержит самые сокровенные тайны мира, в том числе правду об Атлантиде. Конспирологи уверены, что один из экземпляров книги, а может и единственный экземпляр, хранится в тайном отделе библиотеки Ватикана. Понятно, что это еще одна конспирологическая какая-то легенда, и никто этой книги на самом деле не видел. Но вернемся к Тамерлану. Он выбирает своей столицей Самарканд. Что такое Самарканд? За 1000 лет своей истории этот город пережил завоевания Александра Македонского, Чингисхана. Его много раз сжигали, разоряли, и каждый раз, как птица Феникс, он восставал из пепла. Тамерлан восстановил старые крепостные стены и начал грандиозное строительство. Огромные дворцы, мечети, было построено медресе. Он повелел разбить 14 садов. Каждый сад был не похож на другой. Самарканд становится центром торговли, центром науки, искусства. Очевидно, что там, где центральная власть, там, где деньги, там торговля, купцы, путешественники, мыслители, артисты, художники. Самарканд становится центром всего этого движения. В начале 15 века, в 1404 году, город посещает испанский дипломат Руй Клавиха. И вот что он пишет. Весь город окружен садами и виноградниками. Между ними пролегают улицы и площади, где живет очень много народа. Сеньор отовсюду приводил людей и мастеров. Давайте сделаем акцент на фразе «сеньор приводил». Это что это такое, значит? Что значит «приводил» с собой же? Приходите, пожалуйста, значит, со мной будем здесь искусством заниматься. Конечно, нет. Это слово означает, что из покоренных частей империи в Самарканд свозили ремесленников, художников, архитекторов. Тамерлан строил столицу, которая не должна была уступать другим крупным центрам Востока. И главное, что эта столица должна была всем показать уровень его амбиций. И понятно, что все, кто был доступен, их свозили строить эту новую столицу. Науки и искусство — это все хорошо, но с помощью науки и искусства империю создать сложно. Главное — это армия. Как и многие великие предшественники, Тамерлан, если мы будем с вами говорить языком Римской империи, поздней Римской империи, Тамерлан был, конечно, солдатским императором. И все его могущество зависит от преданности его армии, и от величины, и умения воевать. Значит, войско было организовано по примеру монголов. Понятно, что монгольская армия — это главная армия XIV века. Значит, армия Тамерлана поделена на конницу и пехоту. Причем пехоте отводилось
более серьезное значение, чем у монголов. Тамерлан все чаще использует тяжелую конницу, то есть такая, знаете, дань времени. Но в основе все равно стоят легкие, маневренные всадники, которые скачут и на скаку рассыпают сотни стрел, выстреливают. То есть, такие вот боевые машины. Самая подготовленная часть войска — это гвардия, телохранители эмира. Еще одна важная вещь, которая уже началась у монголов, но вот Тамерлан ее развил, это то, что сейчас мы бы с вами назвали инженерные части. Например, понтонеры, то есть специалисты, которые наводят переправы. Или метатели греческого огня. Что это такое? Это будущие артиллеристы. И главная инженерная часть — это осадные рабочие, которые делают все эти катапульты, баллисты, осадные башни, тараны для пробития стен, которые строят подкопы. То есть все это пришло из Китая к монголам, и дальше оказалось у Тамерлана. Еще интересный момент: Тамерлан учел опыт персов и индийцев. У него были живые танки. Кто такие живые танки Средневековья? Слоны, которые шли и сметали все на своем пути. Дальше совершенно понятно, что у армии была железная дисциплина, отменная выучка, быстрый марш. В общем, это такая непобедимая боевая машина. Вот про марш. Если воин армии Тамерлана отставал на марше, с него снимали сапоги, засыпали в сапоги песок и вешали на шею, и дальше он шел пешком. Если он опять отставал, на следующей остановке его казнили. Еще один важный момент — разведка. Шпионы Тамерлана были разбросаны по всему государству и по всем соседним странам. Как они маскировались? Бродячие дервиши, факиры, бродячие борцы, ремесленники, торговцы. Со всей Азии они приносят сведения, какие настроения на территориях противника. Что говорят в элитах? Какая численность армии противника? Какие планы? Какие цены на хлеб? В общем, все, что делают настоящие разведчики. А чтобы сведения поступали оперативно, была организована система оповещения и передачи информации. Все как у монголов. То есть настоящая курьерская служба, которая очень эффективно работает. Информация из точки А в точку Б, дальше в точку С, и так бым-бым-бым-бым-бым, и идет к центру принятия решений. Интересно, как был устроен способ передачи условий. Вот когда Тамерлан подходил и брал в осаду какой-нибудь город. Значит, способ этот назывался способ 3 флагов. В первый день осады над шатром эмира поднимали белый флаг. Он означал, что каждый, кто сейчас выйдет и добровольно сдастся, получит жизнь. На второй день поднимали красный флаг, который говорил о том, что город будет разграблен, сожжен, а жители его будут угнаны в рабство. Наконец, на третий день появлялся черный флаг. Он означал ужасный конец для всех, кто не подчинился требованиям Тамерлана. Я, честно говоря, разницу между красным флагом и черным не понимаю, потому что участь быть угнанным в рабство и ужасный конец, по-моему, на мой взгляд, это одно и то же. Тем не менее. Скорее всего, черный флаг означал, что все население города будет убито. Все свои реформы — это госуправление, судопроизводство, организация армии — Тамерлан регламентировал. Он сделал, в общем, уникальный свод законов, которые были основаны на исламском праве и получили название «Уложение Тимура». Для своего времени, тем более для очень деспотичного Востока, это был довольно необычный документ. Он вводил ряд прогрессивных новшеств. Например, социальные лифты, веротерпимость, то, что и монголов отличало. Вы помните, Монгольская империя была очень веротерпима. Система поощрений, разделение обязанностей чиновников, то есть некое подобие табеля о рангах. И вот Тамерлан находится в той точке, когда у него уже есть мощное государство, у него есть хорошо управляемая машина чиновников, у него есть великолепная армия, и он переходит к расширению границ своих владений. Первый противник — это Моголистан. Это государство, которое, как я уже сказал, было образовано после распада Чагатайского улуса. Там живут тюркские народы, но при этом там много монголов, которые постоянно устраивают набеги на соседние территории и на территорию Тамерлана. В 1371-1372 годах первые походы Тамерлана. Не встретив практически никакого сопротивления, армия его дошла до предместий современной Алматы, где Тамерлан заключает мир и получает громадную богатую добычу. Годом позже
его первая битва с монголами, в которой он одержал уверенную победу. Ну, кочевники используют любимую тактику, они избегают генерального сражения, отступают, совершают неожиданные набеги. И вот все-таки удается произвести битву. Она идет на территории монголов. Тамерлану там сложно на этой территории, потому что неоткуда восполнять потери и очень тяжело искать провиант. Окончательно присоединить Моголистан к своей империи Тамерлану удалось почти 20 лет спустя, в 1390 году. Он проводит 5 походов. Интересно, что как раз в ходе одного из этих походов произошла история, которую вы могли видеть в знаменитой рекламе Банка Империал 90-х годов. Сидит Тамерлан и груда камней, которые символизируют его армию. И вот поднимал он камни и говорил он с ними, что-то такое. Легенда историческая такова. Армия Тамерлана переходит горный перевал в Тяньшане. И вот каждый из воинов получает приказ взять камень, положить в кучу. На обратном пути выжившие солдаты забирали камни, и таким образом командиры получили представление о своих потерях. И на перевале остался достаточно высокий каменный холм. Ну, мы с вами понимаем, что как только государственный деятель, глава страны, полководец, начинает заниматься внешними захватами, внутри может нарастать клановая борьба, недовольство и какой-то местный сепаратизм. Значит, правитель Северного Хорезма Хусейн Суфи получил независимость от Золотой Орды и решил расширить свои владения. Он захватил юг региона, это, например, древняя Хива, город, который находился на территории Тамерлана. Хорезм, через который как раз проходил маршрут Великого Шелкового пути. То есть, в принципе, самый лакомый кусок, невероятно привлекательный маршрут с точки зрения торговли и внешних отношений. То есть, буквально вот по Шелковому пути текли живые деньги. Арабские историки писали, что города на Шелковом пути тонут в роскоши и изобилии, а рынки так переполнены продавцами и покупателями, что обычному прохожему невозможно пройти. Правитель Хорезма в ответ на вопрос Тимура «верни-ка захваченные территории» отказался это делать. И начинается кампания 1372 года. Значит, после ожесточенного боя войска Тамерлана захватили столицу Хорезма, город Кят. И тут Тамерлан впервые показал свою жестокость. Город сожгли, все мужчины убиты, женщины и дети все поголовно проданы в рабство. Тамерлану везет, внезапно умирает Хусейн Суфи, и сопротивление хорезмийцев прекращается. Наследник Суфи принимает все условия Тамерлана, и даже он соглашается выдать замуж за старшего сына Тамерлана, Джихангира, дочь умершего правителя. Ко всему прочему, девушка эта приходится внучкой хану Золотой Орды. И таким образом Тамерлан и его семья все больше и больше входят в узкий круг чингизидской знати. Соглашение это продержалось недолго. Невеста не приезжает на церемонию. Кят снова захвачен, и начинается второй поход. Тамерлан получил за девушку богатое приданное, и вообще он на этот брак очень рассчитывал, как и на то, что любимый сын ему будет помогать. Но дальше случается горе. Молодой человек в 1376 году в возрасте 20 лет умирает. В том же году при Самаркандском дворе впервые появляется неприметный изгнанник. Это человек, который вообще большую роль сыграет в истории этого региона и в истории Золотой Орды и Московского государства, например. Человек этот представляет боковую ветвь чингизитов. Зовут его Тохтамыш. Нам он с вами откуда известен? 1382 год. Он возглавит монголо-татарское нашествие, и они сожгут Москву. Город будет разорен и сожжен дотла. К тому моменту, когда он приехал ко двору Тамерлана, Золотая Орда начинает разваливаться. Хорезм находится в центре влияния Тамерлана. В Крыму утвердился хан Мамай. На территории современного Казахстана стоит Белая Орда. Ей управляет Урус-хан. И вот он надеется вернуть Белой Орде мощь времен первых потомков Чингисхана.
Ну, чтобы было понятно, в период с 1359 по 1380 год, то есть за 20 лет, на Ордынском престоле сменилось 18 ханов. Что это значит? Буквально каждый год новый правитель. В русских летописях этот период получил название «Великая замятня», то есть «Великая смута». Тамерлану это все, конечно, очень важно, потому что у него с Ордой общая граница. Его беспокоит этот хаос, и главное, что непонятно, с кем договариваться. Если у тебя каждый год новый хан, ты с этим договорился, его убили, или он, значит, каким-то образом сместили, договоренности больше не работают. И дальше Тамерлан думает, ну, раз здесь такая междоусобица продолжается уже много лет, ну, надо посадить своего ставленника. И вот здесь интересы Тамерлана и интересы Тохтамыша совпадают. На первом этапе Тохтамышу дают деньги и дают войско. Тохтамыш дважды атакует Урус-хана, и оба раза Урус-хан посылает своих сыновей, они Тохтамыша бьют. В одном из боев сам Тохтамыш едва не погиб. Тамерлан думает лично выступить против Уруса. Но Урус неожиданно умирает в 1377 году, и Тохтамыш занимает престол Белой Орды. Дальше 1380 год, Куликовская битва, неудачная для Мамая, который был основным конкурентом Тохтамыша, закулисная борьба, и Тохтамыш ее выигрывает, и дальше он становится правителем на почти всей территории Золотой Орды. Вроде бы для Тамерлана проблема с Ордой решена. И тут же снова начинаются проблемы в Хорезме. Сепаратисты, во главе стоит новый правитель Юсуф Суфи. Войска его окружили Ургенч, это крупнейший город региона. И Суфи идет на удивительный шаг. Он говорит: товарищ Тамерлан, а ты же великий воин-то. И я великий воин. Давай-ка поединок 1 на 1. И Тамерлан соглашается. Официальная биография Тамерлана, книга «Побед», которая, конечно, написана придворными историками Тамерлана, описывает этот эпизод так. Тамерлан облачился в легкую броню, перепоясался мечом, вскочил на коня и в своем царском шлеме направился к городу безо всякого сопровождения. Он приблизился к краю рва и пригласил Юсуфа помериться силами. Но тот, предпочтя жизнь чести, не дал никакого ответа. История звучит как-то очень красиво, и вряд ли она правдива. Юсуф сначала его пригласил на поединок, потом сам с него сбежал. В общем, долго ли, коротко ли, Юсуф Суфи вскоре умер. Как пишут современники, умер от унижения. Ну, скорее всего, грохнули его соратники, которые просто пошли на сделку с Тамерланом. И отчасти эту версию подтверждает очень простой факт. Когда войска великого эмира взяли город, они его разрушать не стали. То есть очевидно, что была какая-то закулисная договоренность. Ургенч простоит еще 8 лет. Потом он снова восстанет, и тут Тамерлан уже, конечно, отреагирует очень жестко. Город будет полностью сожжен, земля его распахана, и всю эту землю засеет ячменем. А жителей, мужчин, убьют частично, частично продадут в рабство, в Самарканд. Ну, вы помните, да, что когда римляне разрушили Карфаген, распахали землю и посыпали ее солью, чтобы там ничего не росло. Тамерлан себя, в общем, явил как мудрый хозяйственник. Он все-таки ячмень там посадил, чтобы было чем лошадей кормить. К 1380 году Тамерлан укрепил свою власть в государстве и временно закрыл все вопросы с Золотой Ордой. И дальше он смотрит на другого соседа, на богатую провинцию, которая называется Хорасан. Это бывшее монгольское государство хулагуидов в Восточном Иране. И начинается первый поход эмира Тамерлана за границы старого Чагатайского улуса. К этому моменту весь Чагатайский улус под его властью. Тамерлан начинает поход, вскоре он покоряет Балх, Калат, и дальше его армия подходит к крупнейшему торговому и культурному центру региона, городу, который сейчас существует, город Герат. Все по классике. Тамерлан осадил город и использует прием 3 флагов. Жители города все прекрасно знают, что эти флаги означают. Они платят огромный выкуп и таким образом сохраняют и свои жизни, и город. Единственное, что Тамерлан приказывает срыть, то есть уничтожить все крепостные стены. А всякого рода специалисты, учителя, ремесленники, богословы исламские, все отправляются в Самарканд. В
В следующем году Тамерлан положил конец государству сербидаров. Это первое демократическое государство Средней Азии. За ним последовал Систан, это современный Азербайджан. Потом начался захват персидских районов. И вот здесь очень важная вещь, потому что в одной части региона Тамерлана считают великим воином, великим полководцем, человеком, который покровительствовал науке, искусству, а в другой части региона его просто считают, живой смертью, человеком, который нес невероятные мучения народам, которых он покорял. Значит, в городе Исфизаре Тамерлан приказывает сложить башню из 2000 захваченных людей. Значит, башню складывают из живых людей, которых обратили в рабство, вперемешку с камнями и глиной. В Заранже воины Тамерлана уничтожают всех жителей, от младенцев до стариков. А вот эти башни из людей или из отрубленных голов, они вообще станут фирменным знаком Тамерлана. К 1384 году, после покорения Султании, это столица хулагуидов, эмир присоединяет к своим владениям практически всю Персию. Таким образом, его первый заграничный поход завершается абсолютным успехом. К этому моменту остается непокоренным еще один центр бывшего монгольского улуса, фантастически богатый город Тебриз. Цифра, да? К концу XIV века здесь проживает приблизительно 200 тысяч человек. То есть это вообще-то один из крупнейших городов мира. Но Тамерлан уже, конечно, хотел бы его захватить, но Тамерлана опережает его бывший протеже, хан Золотой Орды Тохтамыш. Вроде бы Тохтамыш вообще всем обязан Тамерлану. Но понятно, что это политика, никакого здесь братства нет. И вот в 1385 году татарская армия захватывает и грабит город. Тамерлан меняет планы, возвращается в Закавказье. Что с Тебризом? Тебриз остается без защиты, без правителя. Тамерлан подходит к городу, город открывает ворота, преподносит Тамерлану выкуп, из того, что татары не утащили, и присягает на верность правителю Самарканда. В этом регионе Тамерлан впервые сталкивается с христианами. В 1386 году жители Грузии, христиане, отважно сопротивляются армии Тамерлана. И надо сказать, что какое-то время сопротивление успешно, потому что конница Тамерлана просто не может развернуться в Кавказских горах. Но царь грузинский Баграт V понимает, что долго так продолжаться не может. И в конце концов сдается, а заодно делает вид, что вместе с семьей принимает ислам. На самом деле, конечно, ислам грузины не принимали. Еще долгие годы они будут вести против захватчиков партизанскую войну. И Тамерлан будет постоянно отправлять в Грузию карательные экспедиции. На территории современных Армении и Азербайджана Тамерлан столкнулся с племенем тюрков, которые называются туркмены. Очень хорошие воины, обучены не хуже, чем солдаты Тамерлана. Они не раз захватывают Тебриз, они не раз атакуют районы, которые находятся под властью Тамерлана. И в итоге, так и не сдавшись, они отступают в земли Османской империи. В 1387 году Тамерлан проводит, пожалуй, свой самый печально известный поход. Он идет в центральные районы бывшей персидской державы. Стремительный марш, без боя он занимает древнюю столицу ахеменидов, город, который называется Экбатан. Город с такой историей, что он помнит и Кира Великого, и Александра Македонского. Затем жители Исфахана вручают Тамерлану ключи от города, он там оставляет гарнизон и двигается дальше. Жители города вполне, казалось бы, правильную сделку заключили, сохранили себе жизнь, но дальше на улицах стычка с гарнизоном, и начинается народное восстание. Поначалу оно происходит успешно, люди полностью вырезают гарнизон Тамерлана, но мы с вами знаем уже, как Тамерлан на это реагирует. Тамерлан возвращается и приказывает устроить в городе настоящую резню. Значит, приказ каждому воину следующий: принесите мне по 2 отрубленные мужские головы или лишитесь собственной. И вот эти головы на какое-то время, на время захвата города, становятся ходовым товаром. Если какой-то солдат отрубил больше 2 голов, он, соответственно, их начинает продавать. Дальше, по приказу Тамерлана, из отрезанных голов
складывают не меньше 40 пирамид. То есть историки предполагают, что воины Тамерлана убили, типа 70 тысяч человек. На этом Тамерлан не остановился. Он приказал вывести женщин и детей в поле за городом. Там он отделил детей моложе 7 лет и дал команду своим воинам передавить детей лошадьми. Можно, конечно, считать эту звериную жестокость какой-нибудь мрачной арабской сказкой. Но о подобных событиях говорят разные источники и разные объективные свидетели. Например, Ибн Аражбах или Клавихо, которых мы сегодня цитируем. Вот еще одна цитата из сочинения Зафар-Наме. Это, в общем, говоря современным языком, сочинение протимуровское, да, то есть понятно, что люди писали, которые зависели от Тимура. Цитата такая: «Истина в том, что злоумышленники не думали о последствиях и не подчинились приказу царя, незаконно убили 3000 невинных мусульман, поэтому они заслужили той участи. Это было сделано в назидание другим, чтобы, сговорившись с джиннами, не пошли по неверному пути». Ключевое слово здесь, обратите внимание, в назидание. Как и Чингисхан, Тамерлан ничего без практического смысла не делал. Пример Герата, пример других городов показал, если жители повинуются и платят дань, их никто не трогает. Любое сопротивление – это трата времени и ресурсов. Такое эмир прощать не будет. И любое зверство – это демонстрация для будущих противников. И вот здесь, в Иране, рождается черная легенда о садизме великого эмира. Самая яркая иллюстрация – знаменитая картина «Апофеоз войны» нашего художника Василия Верещагина. Художник написал ее во время путешествия по местам военных кампаний Тамерлана. К тому моменту со времен великого Тамерлана прошло уже 500 лет, но память в тех регионах до сих пор была жива. Мы вернемся на 500 лет назад. Тамерлан подходит к следующему крупному городу – Ширазу. Жители Шираза все о судьбе предшественников знают. Они моментально открывают ворота и платят 10 миллионов серебряных динаров. Это огромный выкуп. Слава летит впереди жестокого завоевателя. И Тамерлан вот на этой жестокости строит новую азиатскую империю. Захватив Иран, Тамерлан вспоминает о том, что есть вопросики с Тохтамышем. Тохтамыш сам дает повод. В начале 1388 года он устраивает набег в самое сердце владений Тамерлана, в Среднюю Азию. Войска Тамерлана осаждают Бухару. Тамерлан покидает Шираз и стремительным маршем возвращается. Тохтамыш следует монгольской тактике. В открытое сражение мы не ввязываемся, нападаем, грабим и уходим в степь. Тамерлан понимает силу Золотой Орды, и понимает, что, конечно, и набеги продолжатся. И вот, чтобы раз и навсегда с Тохтамышем покончить, он затевает грандиозный поход. От послов Золотой Орды он требует передать Тохтамышу следующее послание. «Ты переступил рубеж моей страны, ты поднял против меня мои же народы. Да будет удушен Тохтамыш своим предложением мира. Горе ему, он разбудил богов войны. Я их роковое оружие». И вот в январе 1391 года Тамерлан во главе огромной армии, 300 тысяч воинов. Они выходят из Ташкента и идут на север. Перед началом похода Тамерлан приказал установить каменный памятник на горе Алтын-Шакы, это современный Казахстан. На памятнике высечена надпись: «Лето 793. В средний весенний месяц года овцы султан Турана Тимур-бек выступил за ислам на булгарского хана Тохтамыша». Надпись эта сегодня хранится в Петербургском Эрмитаже. Важный момент. Тамерлан всегда руководствовался сугубо практическими соображениями. По сути, что он сейчас делает? Он не просто идет наказать предателя, он объявил священную войну против неверных. 3 месяца армия Тамерлана идет через голодную степь Казахстана. К маю он выходит к реке Тобол. Тохтамыш изматывает противника, поворачивает на запад и уводит Тамерлана все дальше в чужие земли, где нельзя будет ни пополнять войско, ни собирать провиант. И, наконец, наступает решительный момент.
После изматывающего похода армия серьезно ослабла. В любой момент может вспыхнуть мятеж. Солдат надо кормить, боевого духа никакого нет. И Тамерлан, чтобы поднять боевой дух, несколько раз устраивал большую охоту, которая напоминала боевую операцию. Но понятно, что так бесконечно продолжаться не может. Нужно генеральное сражение. Наконец, 18 июня 1391 года противники сошлись на реке Кондурча. Это современная Самарская область. Историки считают, что это самая крупная битва средних веков. Вот цитата одного из свидетелей. Когда это огромное множество начинало двигаться, оно напоминало беспокойный океан. Армия Тамерлана лучше вооружена, лучше организована. В центре армии стоит пехота. Она защищена окопами и большими щитами, которые татар неприятно удивили. Татары тщетно пытаются окружить пехоту конницей, но после мощного контрнаступления обращаются в бегство. В битве примерно с каждой стороны погибают примерно по 100 тысяч человек. Это невероятные цифры для того времени. Да, даже для сегодняшнего это огромные цифры. Но положение Тамерлана оказалось хуже, потому что Тохтамыш потерял 100 тысяч и отступил на свою территорию. Он там может бойцов набирать. А Тамерлану набирать бойцов и восполнять провиант негде. И он вынужден вернуться домой. Таким образом, решение вопроса с Тохтамышем отложено. В 1392 году Тамерлан начинает новый поход, который получает название Пятилетнего. Поход этот нужен, чтобы загасить новые ростки сепаратизма, которые вспыхивают на территории завоеванного Ирана. То есть понятно, что города-то открывали ворота, платили деньги, но дальше, как только Тамерлан уходил, начинались народные волнения. Тамерлан прошел по северу региона, снова вторгся в Закавказье, разорил грузинские города и наложил на всех внушительную дань. В самом Иране он бескровно вернул себе Шираз и Исфахан, за которыми последовали земли Междуречья, это территория современного Ирака. В тот момент там правила династия Джалаиридов. Это последние противники Тамерлана в регионе. Тамерлан скрытно проходит от Шираза через горный хребет и в 1393 году неожиданно оказывается у стен Багдада. Правитель города забирает казну и позорно бежит. Жители, которые знают, что с ними будут, открывают ворота, и Тамерлан никого не трогает. Он берет выкуп, оставляет население в живых. Багдад, надо сказать, испытает гнев Тамерлана, но это будет позже. В 1394 году над государством Тамерлана нависает серьезная угроза. За ней снова стоит татарский хан Тохтамыш. Он становится у северных границ и пытается убедить египетского султана ударить по Тамерлану с юга. В этот же момент на западе набирает мощь другое государство, это османы. Тамерлан понимает, что он один против 3 точек напряжения, и надо кому-то наносить удар. Он выбирает Золотую Орду. Весной следующего года Тамерлан начинает второй поход против Тохтамыша. От берегов Каспийского моря армия идет через Дербентский проход и неожиданно для противника, оказывается на территории современной Чечни. Силы сторон были примерно равны. 100-150 тысяч человек в каждом воинстве. Решающее сражение происходит 15 апреля 1395 года на берегу реки Терек. И снова важную роль играет сильный центр и стойкость флангов армии Тамерлана. Он вовремя вводит резервы и нейтрализует преимущество противника. Затем успешный контрудар, и татары бегут. Тохтамыш бежит в такой спешке, что бросает всю свою огромную казну и обоз. Тамерлан понимает, что дальше что делать-то? Хана же в степи поймать невозможно. И он начинает бить по главным стратегическим целям Золотой Орды. Уничтожает богатые города и обрезает торговые пути. Значит, первый разрушена столица Сарай-Берке. Дальше большие города Азов, Астрахань. Все эти города разрушены и сожжены. И вот дальше происходит непонятное. Преследуя противника, Тамерлан появляется в южных русских степях, в верховьях Дона. Первый город на его пути – Елец. Это Рязанское княжество. Тамерлан берет его штурмом и разоряет.
и дальше делает неожиданную двухнедельную паузу. Надо сказать, что в русских княжествах начинается паника. Люди помнят еще нашествие Тохтамыша, помнят сожженную Москву. Владимирскую икону Божьей Матери переносят в Москву. И население молится о заступничестве от Тамерлана. В то же время московский князь Василий I с ополчением готовится выйти к Коломне навстречу войскам Тамерлана. И здесь Тамерлан принимает неожиданное решение вернуться в Самарканд. Историки до сих пор спорят, зачем он это сделал. Так до конца никто и не понимает. Но решение это, конечно же, спасло Русь. Потому что он взял бы Москву, сжег ее, уничтожил, и от этого удара пришлось бы очень долго оправляться. Скорее всего, у Тамерлана вообще не было никакой нужды разорять русские земли. Он получил огромную добычу в Золотой Орде, у него были такие обозы, что он с ними еле двигался. Все-таки русские земли лежали очень далеко. Их же нельзя просто покорить, их надо было удерживать, а ресурса уже не было. И все это было очень-очень далеко от столиц. В общем, то ли это, то ли, может быть, это Тамерлан решил, мы сейчас разведаем, а следующим походом покорим. Мы этого никогда не узнаем. Факт остается фактом. Русь была спасена. Этот поход имел огромное значение. По Золотой Орде нанесен сильнейший удар. Тохтамыш после этого удара больше не оправится, а вскоре вообще потеряет ханский престол. Северная часть Великого Шелкового пути захвачена Тамерланом. В июле 1396 года он возвращается в Самарканд. Это уже один из самых красивых городов Центральной Азии. Тамерлану на тот момент 60 лет. Он самый могущественный правитель региона. Он находится в зените своей славы. И дальше он принимает еще одно странное решение. Он решает провести поход в Индию по следам Александра Македонского. О великом полководце Тамерлан прекрасно знал из рассказов придворных историков и вообще из легенд. Честно говоря, никакой причины для этого похода не было. Ну, конечно, звучали лозунги борьбы с неверными, но это была какая-то пропаганда. Многие считают, что Тамерлану не давал покоя простой факт. Кто-то из его племени был наделен властью, которую можно было сопоставить с его собственной. То есть где-то там в Индии тоже есть правитель, который управляет огромной территорией, а мне не подчиняется. Одна версия. Вторая версия, что, понятно, местные элиты сидели и занимались тем, чем элиты занимаются всегда. О, великий, солнцеподобный, ведь есть только ты и Александр Македонский. Больше же никого в истории нет. И Тамерлан говорит: да, пожалуй, вы правы. А вот что там по поводу Индии? Да, ну вот надо Индию еще захватить, и уже будете точно выше Александра Македонского. И, может быть, поэтому Тамерлан движется в этот индийский поход. Апрель 1398 года. Рядом с Тамерланом едут его внуки. В том числе Мухаммед Султан, любимец деда и наследник. Проходя через Афганистан, Тамерлан жестоко расправился с племенами нуристанцев. Они отказались принимать ислам. В октябре его армии переходят реку Инд. Они преодолевают упорное сопротивление воинов раджпутов и встают у города Дели. Городом в тот момент правят султаны из тюркской династии Туглакидов. И вот 17 декабря 1398 года Тамерлан разбивает индийскую армию и захватывает Дели. Вместе с этим происходит невиданное и, по большому счету, необъяснимое убийство пленных индусов. Ну, вполне себе можно его назвать геноцидом. Во время кампании по захвату Дели Тамерлан казнит больше 100 тысяч человек, большинство из которых, подавляющее большинство, пленные. То есть их уничтожили в течение одного дня, накануне штурма города, потому что просто опасались восстания. Ну, понятно, что Дели традиционно грабят, разрушают, и дальше вот эта ужасающая визитная карточка — пирамида из отрубленных голов. Тамерлан получил богатейшую добычу: десятки тысяч рабов, золото, серебро, камни. Например, знаменитый рубин, который потом получит имя Тамерлана. И вот со всем этим он возвращается в Самарканд, оставляя Индию ограбленную, в состоянии хаоса и без правителя. Ну, казалось бы, все.
как бы все вот эти чекпоинты, все галочки везде расставлены. Но едва вернувшись из индийского похода, он уходит в новый поход. Теперь на запад. Сначала Тамерлан наводит порядок в вечно беспокойном западном Иране, а затем он встречает нового могучего соперника. Это второй султан Османской империи, блестящий политик и полководец Баязид I. Его называли молниеносным, потому что войска действовали очень оперативно. Ситуация такова. До захвата Константинополя османами остается еще чуть больше 50 лет. Но османы уже существенно расширили границы своего государства. В их составе Фракия, Сербия, Болгария, крупнейший город греческий Салоники, а после Никопольского сражения под их контролем, в общем, все Балканы. И вот совершенно понятно, что два мощнейших мусульманских государства на одной карте не умещаются. Одно из них должно уступить другому. Кто-то должен быть главным в мусульманском мире. Как это часто бывает в крупных военных конфликтах, формальный повод – это мелкие стычки. Перебежчики, политические враги правителя. Надо сказать, что граница между владениями Тамерлана и Баязида проходит по территории Западной Анатолии. Сейчас это Восточная Турция. И вот стороны часто устраивают приграничные набеги. Здесь пограбили, ушли, там пограбили, ушли. Тамерлан, безусловно, принимает местных жителей, недовольных агрессивной политикой османов. А турецкий султан, в свою очередь, пропускал всех недовольных действиями Тамерлана. Ну, например, воинов-туркменов, которых Тамерлан выдавил из Закавказья. Свою роль сыграли и европейские государства вместе с Византией. После ряда поражений, которые османы им нанесли, они пытались составить коалицию. В 1400 году Тамерлан потребовал у османов выдать беглого туркменского вождя Кара Юсуфа. Баязид отказался. И вот после этого Тамерлан начинает действовать. Первыми жертвами стали армяне, христиане, которые жили на территории Западной Анатолии. Не дожидаясь подхода основных сил противника, Тамерлан направился в Сирию. Там он надеялся расправиться с султаном Египта, это его старый оппонент, с ним еще Тохтамыш пытался сговориться, и, возможно, естественно, что султан Египта был возможный союзник османов. Тамерлан берет Алеппо, один из самых древних городов мира, там убийства, грабежи, и дальше его армия катком проходится по Сирии, фактически не встречая никакого сопротивления. Султан Египта понимает, что если ничего не изменить, понятно, что его тоже кончат. И вот он, не понимая, что делать, обращается к знаменитым наемным убийцам Востока, ассасинам. Он пишет «Старцу горы». У нас есть выпуск про ассасинов, посмотрите его, пожалуйста. Но, как мы помним, у Тамерлана у самого сильная шпионская сеть, покушение раскрыто, убийцы пойманы, и Тамерлан заставил назвать имя заказчика. Киллеры сказали: вас заказал египетский султан. Султан судьбу испытывать не стал и сбежал из Дамаска в Каир. Тамерлан вошел в сирийскую столицу, но встретил сопротивление городского гарнизона. В ответ эмир приказал разграбить Дамаск и сжечь священную для мусульман мечеть Омейядов. Дальше, по традиции, отрубленные головы защитников города сложили в пирамиду на поле. Сегодня на этом месте расположена площадь, которая так и называется – Башня голов. В это же время в Ираке туркмены и бедуины уничтожили сборщиков дани Тамерлана. Их отряд шел в Багдад. Великий эмир заподозрил измену и лично направился к городу. И багдадцы на свою беду решили ворота ему не открывать. Почему, непонятно. В прошлый раз же открыли и никого не тронули. В течение месяца Багдад отбивался. Тамерлан пришел в ярость. 9 июля 1401 года город взят. Месть Тамерлана безжалостна. После казни пленных солдаты строили из их голов не просто пирамиды, строили минареты. Историки насчитали 120 сооружений и 90 тысяч черепов. И вот в следующем году Тамерлан наконец сталкивается с османами, с Баязидом. Повод к войне дал сам Тамерлан. Он захватил два приграничных османских города, а затем стремительным маршем подошел к Анкаре.
Там находился султан. В распоряжении Тамерлана было 150 тысяч воинов и прекрасно организованная армия. Баязид имел 100 тысяч солдат, кавалерия, янычары и разрозненные части из разных завоеванных османами регионов. Есть красивая легенда о том, что перед началом сражения два правителя встретились. И Баязид, рассматривая 3 круга на знамени Тамерлана, сказал: «Какая наглость думать, что тебе принадлежит весь мир». На что эмир, смотря, значит, на знамя Баязида с полумесяцем, сказал: «Еще большая наглость думать, что тебе принадлежит луна». Исход битвы решило предательство. Предали войска из Анатолии. Это провинция на границе с владениями Тамерлана. Они прикрывали один из флангов Баязида, но в разгар битвы перешли на сторону Тамерлана. Баязида защищали янычары. Они сражались до последнего, и все были убиты. Султан попал в плен. Тут еще одна легенда о том, как Тамерлан посадил Баязида в клетку и возил за собой. Но легенда это ничем не подтверждается. Ибн Арашбах и Клавихо утверждают, что великий эмир Тамерлан был к Баязиду милостив. Ну и вообще исламская традиция не позволяла унижать человека из царского рода, даже если это был твой враг. Баязид умер годом позже, скорее всего, по естественным причинам и без помощи Тамерлана. А Тамерлан, остановив османов, внезапно стал спасителем Византии. Он забрал у османов Малую Азию и, в общем, финально, наверное, повторил судьбу Александра Македонского. Только для грека это был первый завоеванный регион, а для Тамерлана последний. Македонский шел на восток, а Тамерлан, получается, шел на запад. Здесь он берет штурмом крепость Смирны, это современный турецкий Измир. Город защищают рыцари-госпитальеры. Османы осаждали эту крепость много раз на протяжении 20 лет, крепость не сдавалась. Тамерлану потребовалось всего 2 недели. Участь рыцарей была печальна, они героически сражались, отказались сдаться и принять ислам, и, в общем, решили этим свою судьбу. По легенде, с острова Родос к ним по воде направлялось подкрепление. И, завидев корабли рыцарей, Тамерлан сказал: «Зарядите пушки головами госпитальеров и откройте огонь по судам». И вот что и было сделано. Вот что пишет современник. В Смирне была большая битва. Погибло около 4000 священников, монахов и мирян. Собрав их головы, Тамерлан сложил из них 2 кучи, вселив великий страх во всех, кто это видел. Мы уже видим, что отработанный в Азии черный пиар был настолько успешным, что к Тамерлану полетели письма со всей Европы. Ужасного владыку признавали, с ним хотели установить дипломатические отношения. На этом Великий Западный поход подошел к концу. Тамерлан получает печальное известие. Его любимый внук и наследник Мухаммед Султан умер. И опять умер в очень молодом возрасте. Если сыну было 20, то внуку 19, а Тамерлану уже 67. Новость его потрясает. По свидетельствам современников, владыка Азии катался по земле, стонал, кричал и рвал на себе волосы. А затем стал очень набожным, много молился и медитировал. Но если кто-то из вас подумал, что великий эмир состарился и потерял хватку, это не так. Тамерлан все еще продолжал держать империю в кулаке. По пути домой он опять завернул в Грузию, прошелся там огнем и мечом, а кроме того, жестоко казнил изменников и коррупционеров. Для своего умершего внука Тамерлан приказал возвести грандиозный мавзолей. В Самарканде мавзолей называется Гур-Эмир или Гробница Эмира. Это настоящий шедевр исламского зодчества. Там же был похоронен старый наставник правителя Мир Саид Барака. И вот Тамерлан на пике могущества. Он принимает то самое Кастильское посольство Руи Клавихо, которое оставил для нас ценные свидетельства той эпохи. Вот что пишет испанец. Тамерлан восседал на возвышении, на расшитой маленькой подстилке. Перед ним был фонтан, в котором плавали красные яблоки. Он был одет в гладкое шелковое платье без рисунка. На голове носил высокую белую шапку с рубином, жемчугом и драгоценными камнями. В 1404 году Тамерлан задумал поход в Китай. Мы знаем, что его кумир, в общем, был не столько Александр Македонский, сколько Чингисхан. И Тамерлан стремился, у него была мечта восстановить эту великую монгольскую империю. Тамерлан вникал в каждую деталь. От организации и оснащения огромной армии до наблюдения за погодой по пути следования войск.
Ну, очевидно, что Китайскую империю ожидало неминуемое поражение. Но история рассудила иначе. В декабре 1404 года Тамерлан выступил в поход. Он остановился в старинном городе Атрар на территории современного Казахстана. И там внезапно заболел. Ибн Арашбах приводит слова, которые Тамерлан сказал своей семье перед смертью. «Дети мои, не забывайте тех правил, что я сообщил вам для упокоения народов. Интересуйтесь состоянием каждого, поддерживайте слабых, укрощайте алчность и гордыню вельмож. Пусть чувство справедливости и добродетель постоянно руководят вашими действиями». Ну так почитаешь, да, и думаешь, какой добрый дедушка, да, советы внукам дает. А на самом деле на руки этого человека в крови сотни тысяч людей погибших, десятки разоренных городов. В общем, Тамерлан заболел и умер. Умер он 18 февраля 1404 года. Похоронили его в самаркандском мавзолее Гур-Эмир. Ну, дальше, по традиции, все то же самое было и у Александра Македонского, и у Чингисхана, чьи руки тоже, в общем, и у Чингисхана, и у Македонского были в крови. Это тоже разорение, смерть и горечь, которую они принесли покоренным народам. После смерти Тамерлана произошло то же самое – борьба за власть. Прямого наследника эмир не оставил, любимый внук умер, как я вам уже сказал. И в конце этой борьбы трон достался одному из многочисленных внуков, а затем его дяде. И от некогда могучей империи Тамерлана начали отваливаться куски. Ну, вместе же эту территорию ничего не держало, кроме силы. Ирак, Закавказье, Хорезм. Во второй половине 15 века империя делится на две части. Историческое ядро со столицей в Самарканде и Хорасан с центром как раз в Герате. В 1501 году потомок Чингисхана Мухаммед Шейбани захватывает Самарканд. 6 годами позже он захватывает Герат. Так заканчивается династия тимуридов в Средней Азии. После смерти Тимура едва прошло 100 лет. Имя Тамерлана еще раз станет предметом обсуждений уже в 20 веке. В июне 1941 года советская экспедиция ученых, решает вскрыть гробницу Тамерлана. Есть легенда, которую рассказывал оператор Малик Каюмов. Он это событие снимал. Значит, местные старики сказали ученым: не надо вскрывать гробницу. Тот, кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня кровавая и страшная, которой мир еще не видел. Ну, естественно, кто в эту легенду поверил. Гробницу вскрыли, останки великого завоевателя извлекли. Это было 20 или 21 июня. А 22 июня началась Великая Отечественная война. Ну, если отбросить легенды и конспирологию, то экспедиция дала ценную информацию о внешности Тамерлана. Он действительно был высоким, для своего времени особенно, около 170 сантиметров. Монголоидные черты лица, а не тюркские, это в пользу легенды о родстве с Чингисханом. У него были красно-рыжие волосы, окладистая борода, и у него действительно были повреждены правая рука и нога. Ну, что, впрочем, Тамерлану совершенно не мешало быть физически сильным, долго сидеть в седле и свободно владеть оружием. Что хочется сказать в итоге? Тамерлан – одна из самых противоречивых и одна из самых легендарных фигур в истории. Он показал себя умелым правителем, легендарным полководцем. Он создал огромное государство от Средиземного моря до Индии. Общая площадь его империи составляла 4,5 миллиона квадратных километров. Она лишь немного уступала размерам владений Александра Великого. Кроме завоеваний, Тамерлан дал мощнейший импульс культуре и экономике Средней Азии. Он сделал Самарканд и другие города региона одними из самых богатых и развитых на Востоке. На его землях процветало строительство, наука, культура, искусство. У нас почти нет поводов сомневаться, что достижения великого эмира в развитии военного искусства и управления повлияли на развитие так называемых пороховых империй исламского мира. То есть Османской империи, Сефевидского Ирана и, конечно, империи великих моголов в Индии. Мы о ней готовим большую программу.
Все они сумели сохраниться на протяжении долгих веков. Тамерлан объединил монгольские кочевые традиции с персидским управлением, и все это он сделал на основе ислама. Эта политическая система пережила его на 500 лет и сохранилась вплоть до 20 века. И это звучит, наверное, может, странно, но Тамерлана можно назвать спасителем многих народов. Смотрите, победив Баязида, он остановил продвижение османов в Центральную Европу. Победив Тохтамыша, он ослабил Золотую Орду, что в итоге привело к свержению монголо-татарского ига на Руси. Но вместе с тем, конечно, Тамерлан вошел в историю как один из самых жестоких завоевателей. Народы Ирана, Ирака, Сирии считают его извергом, варваром, который уничтожил их богатые города, уничтожил их экономику и культуру. Согласно осторожному мнению французского историка Жана-Поля Ру, только по минимальным оценкам жертвами Тамерлана стали не меньше 1 миллиона человек. Можно предположить, что озабоченный своим наследием великий эмир сам стал жертвой своего черного пиара. Но пиар пиаром, а вот захват Исфахана, Багдада, Дели, все осталось в истории, и вещи там творились ужасающие. Ну, в конце хочется дать еще одну цитату из Геральда Лэмба, с которого мы начали. Он писал так: «Тамерлан не поддавался классификации. Он не был отпрыском какой-либо династии, но основал свою собственную. Он создал для себя царский трон, но большую часть жизни провел в седле. Он не искал Рима, как вождь гуннов Аттила, но построил в пустыне свой Рим». Друзья, в конце выпуска хочется сказать о том, что с историей Тамерлана связаны несколько других выпусков, которые мы делали. Это и история Александра Македонского, она есть на канале, история Чингисхана, татаро-монгольская ига на Руси. Все эти выпуски есть. История Византии, безусловно, в нескольких частях. Если вы их еще не видели, то посмотрите, пожалуйста. До новых встреч.